Слава Украине, блядь, от Полонского. Ребята, весь мир в шоке от того, какую делегацию бутафорскую, никакущую, тупорылую прислал Путин в Стамбул. Все в шоке от того, что там молотили языком эти существа, которые подвязались под видом делегации. Все, весь мир видит, что Путин хочет войну. Все, кроме Трампа. Трамп включил того самого Трампа, который был всегда, ребята. Если кто-то думал, что вот это такое кратковременное просветление, которое было у Трампа, ну, в течение некоторого времени, что оно каким-то образом, знаете, повлияло на него, он стал поумнее, он стал, что ли, поадекватнее, адекватнее, вот это правильное слово, что Трамп стал адекватнее, и он начал более, ну да, адекватно реагировать на происходящее, все эти люди глубоко ошибались. Трамп остался тем самым Трампом, который нес ту самую билиберду, скажем так, которой он занимался всю свою президентскую кампанию, да и, собственно говоря, все время после нее. Послушайте только, что он наговорил, когда уже его корреспонденты, причем даже это Fox News было, это не какое-то там демократическое издание, собственно, Fox News, что даже у них волосы дыбом стоят от того, что он мелет. Опять-таки встает вопрос, ну это уже я от себя отмечаю, что остается нераскрытым вопрос по поводу агента Краснова. Ну ладно, такое дело. Американцам виднее, агенты, не агенты, такое дело. Да. Итак, Трамп отверг обвинения в том, что Россия не полностью вовлечена в процесс украинского урегулирования, раз в Турцию не поехало их руководство, а поехали какие-то шмыгали. Итак, по словам Трампа, он и сам не собирался в Стамбул, чтобы не прерывать визит в Катар и Эмираты. Это ерунда. Он сам говорил о том, что если Путин приедет, то он моментально подскочит. Это раз. Второе. Трамп писал пост в своей соцсети Truth Social о том, что Зеленский должен туда поехать, потому что это будут категорически важные переговоры, которые помогут выяснить, хочет ли Россия мира, а если не хочет, ну тогда уже они, значит, заслуживают на санкции. Это забыто. Все, Путин хороший. Путин отправил делегацию, он вовлечен в мирные переговоры. Все так замечательно. Настолько замечательно, что сегодня Ланцет атаковал в Сумской области автобус с эвакуируемыми женщинами. Там женщины пенсионного возраста, убил 9 женщин. Все. Путин очень вовлечен в переговоры, мы в курсе, да. Дальше, слушай, что там Трамп говорит? Что ж, Путин за столом переговоров, он хотел эту встречу. Поток мысли. Я просто не думал, что без меня может быть встреча, потому что я не думаю, что сделка без меня получится. Много ненависти с каждой стороны. У меня очень хорошие, это он, все, Трамп. У меня очень хорошие отношения с Путиным, и я думаю, что мы достигнем сделки, мы должны встретиться. Ну, поток мысли, знаете, никто не замечал вот такой вот вещи, что Трамп говорит короткими предложениями, короткими фразами, обычно совершенно бессмысленными. И очень часто одно предложение, как бы, да, оторвано по своему смыслу, оторвано от другого предложения. То есть он... Ну, вот есть такое хорошее слово поток мысли, да, бессмыслица. Я не знаю, есть ли или какой-то есть медицинский диагноз тому, что делает Трамп, но лично я это вижу как знаете, присмыкательство перед Путиным. Он просто присмыкается. Вот даже у меня такое впечатление, знаете, что если Путин нагадит Трампу на голову, и это все будет стекать у него, значит, вот по физиономии оранжевой и по ушам, Трамп он не обидится, он не скажет, что Путин виноват. Ну, виноват будет Зеленский, это понятно, это конечно. Но он будет всем говорить, что это шоколад. Да, это шоколад, да. Но все равно виноват Зеленский, да. Вот, тут прочитал тоже такую вещь интересную, тут люди пишут, что вот если, знаете, вот что бы Путин не сделал, вот просто вот вообще, чтобы он не сотворил,
Значит, у Трампа будет один выход, это, значит, критиковать Зеленского, потому что он опять понес про Зеленского, да, и, да, ввести санкции в отношении Украины, а в отношении кого? В отношении России, что ли? Вы что, с ума посходили? Там же Путин, это ж Путин, да. Для Трампа это звезда. Боже, большего унижения, конечно, Америка не испытывала. Большего позора Америка никогда не испытывала. Я не знаю, был ли еще в Америке хоть один президент, хотя бы отдаленно напоминающий вот это то, что там сейчас есть, но маемо это шамаемо, да? Вот. И в очередной раз Трампа понесло опять у Зеленского нет карт. Но рекорд того, что он сказал, я же, говорит, им дал джавелины. Сколько там было? 37,5 джавелинов, да, или 42? Против 20 тысяч русских танков. Это он мощно, конечно, задвинул. Да, я им дал джавелины, говорит. А русские танки, если бы они не застряли в грязи, вы только вдумайтесь, если бы они не застряли в грязи, это в феврале, ага, они бы за 5 часов были в Киеве. Знаете, я хотел это дело раскритиковать, ну, потому что, ну, вот эту фразу, да, что они за 5 часов были бы в Киеве. Ну, просто, я не знаю, как понимаете, эта фраза, она просто рекордная по своему идиотизму. И тут можно часами ее критиковать, и для всех будет очевидно, что такое сказать мог просто человек, который вообще не владеет ситуацией, которого вообще это все не интересует, который вообще ни черта не соображает. Вот, за 5 часов они были бы в Киеве, только за 3,5 года они до Киева почему-то не доехали, да, там уже и сухо было, и мокро было, и тогда, это был февраль, вообще-то мороз был. Ну, то есть чувак вообще не отдает дупля, что здесь происходит, и его это не интересует. Единственное, что ему нравится смотреть на собственный портрет работы Никаса Сафронова, и его мысль занята, значит, вот этим вот возведением, значит, золотого вот этого гостиницы Трамп Тауэра в секторе Газа, откуда он хочет все-таки выселить 2 миллиона палестинцев, он опять об этом сказал. А теперь еще Трамп Тауэр поставить в центре Дамаска, да, этажей на 250, да, чтобы все уже убедились в величии Трампа, и тогда он сядет где-то в секторе Газа и будет смотреть в сторону Дамаска, а оттуда, значит, такой небоскреб там высотой 4 километра, тоже Трамп Тауэр, и он будет из сектора Газа наблюдать за своим небоскребом в Дамаске и курить вместе с Илоном Маском сигары. Вот тогда будет, да, все будет хорошо. Да. И еще один момент, без которого просто невозможен сегодняшний день. Я сначала думал, честно говоря, ребята, что это шутка неудачная, и ну, такого не может быть, потому что такого быть не может. Вы знаете, оказалось, что не шутка. Честно, я офигел, когда узнал. Значит, послушайте. В Белом доме всерьез рассматривают организацию шоу между мигрантами на получение американского гражданства. Значит, это будет что-то типа, помните фильм этот Арнольд Шварценеггер играл, как же он назывался, «Бегущий человек», по-моему, правильно? Был такой, помните? Я думаю, все смотрели до одного. «Бегущий человек», там, где один, значит, там они с бензопилами друг друга, и последний только вот, да, куча народу участвует в этом забеге. Все бегут, 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 да, убивают друг друга, и один под конец остается. Это, естественно, был Шварценеггер. Да, и проходят всякие ужасные приключения, на них выскакивают всякие монстры, они их побеждают, все погибают, и Шварценеггер, значит, в результате победил. Ну, это фильм, знаете, о постапокалиптическом будущем. Фильм, да, апокалипсис очередной, с элементами хоррора, да. Ну вот, они решили это дело поставить на поток, сделать из этого шоу. Я сначала, честно, думал, ну это какой-то треп, знаете, по сети понесся, ну, глупости какие-то кто-то написал один, а все остальные дурни подхватили и поставили у себя на телеграм-каналах. Нет, это газета «Гвардиан» написала. Они действительно рассматривают вот этот вариант. Я не знаю, будут ли там бензопилы, будет ли там кровища, мне трудно сейчас сказать, в каком формате это будет, значит, да, будут, и как они будут бегать, эти мексиканцы, и кто там еще хочет, как они будут друг друга лупить.
Вы представляете себе эту картину, да? Бегущий человек, еще раз вспомните, что там было, руки, ноги в разные стороны, да. Вот. А Трамп будет сидеть, значит, в секторе Газа и смотреть это все дело по большому экрану, а они будут там друг друга мутузить, значит, в этом, знаете, ну, блин, у меня слов не находится для того, чтобы описать мои чувства вот по поводу вышесказанного. Еще раз говорю, я сначала подумал, что это бред, шутка чья-то и так далее. Но если вы не верите, внизу в описании к данному ролику есть ссылочка, там можете перейти к газете «Гвардиан». Они шутить не любят, как бы это действительно рассматривается такой вариант. Ребята, у вас там все нормально, нет? Это все хорошо? И знаете, по поводу, да, еще вот что я хотел спросить по поводу вот этого вот. Что мы потом ждем сочувствия к Украине, ребята? От кого? Пустое место. Ну, еще одно хочу спросить у вас, да? Вот если он действительно хочет вот это вот идиотское шоу, значит, запустить по американскому телевидению, мне интересно, как на это посмотрит американский народ. Наверное, понравится, да. Я сейчас объясню почему. Вот. Как на это посмотрит американский народ. Ну, судя по уровню образования, там, среднего американца, еще раз говорю. Окей. И у меня самый главный вопрос по поводу этого шоу. А Мелания Трамп и Илон Маск, они в нем будут участвовать? Они как бы, ну, с них, по идее, надо и начать. Да, потому что, ну, иначе как? Иначе непорядок получится. Иммигранты, ну, вперед, давайте с песней, да. Бензопила вперед. Или не, они не пойдут в этом участвовать. Ну, я не знаю, я как-то запутался уже окончательно. Вот. И еще один момент по поводу того, как американский народ воспримет вот этот вот жуть и кошмар эту всю, да? Вот сейчас проводят различные опросы среди республиканцев, среди демократов, но в данном случае пойдет речь о республиканцах. А кого бы вы видели вот кандидатом на президентскую гонку 2028? Ну, учитывая то, что Трамп не может больше. Хотя я уже и в этом сомневаюсь. Опять же, как оказалось, они там готовы крутить Конституции. Ну, или я ошибаюсь, да? Ну, вот предположим, что они не будут крутить Конституции. И в 2028 Трамп не может пойти, в чем я сомневаюсь, на выборы. Вот. Знаете, кто с огромным отрывом на первом месте у республиканцев? Правильно, Венс. Такой же самый, как Трамп. Такое же самое. Угу. Поэтому вот этот вариант, как она называется, «Бегущий человек» или «Голодные игры» или что-то типа этого, да, вполне себе зайдет вот этому обывателю, который голосует за Трампа, за Венса. Вот этим оно зайдет, отлично будет, они будут смотреть, и, знаете, запихивать себе чипсы, что они там жрут, когда они жрут, голосовать за за Венса уже теперь, да, и смотреть, как, значит, Мелания Трамп бензопилой, значит, фигачит по Илону Маску. А чего? Это же шоу. Жаль, что только я же говорю, вот эти вот два персонажа, они не захотят туда пойти, потому что, зря. Представляете себе рейтинги, кстати, вот ноу-хау, подумайте с этого начать, тогда было бы вообще замечательно, да, ребятки. Ну вот так как-то, да, то есть Киев за 5 часов, Зеленский во всем виноват, шоу это самое, Трамп-тауэры создаются. Ребята, в этом мире адекватные люди вообще остались?